Здравствуйте! В этом видео будет 3 удобрения, точнее 2. Второе и третье будет как замена друг другу. Речь сегодня пойдет видео о том, что делать с геранью, если она у вас начала желтеть листья, плохо выглядит, вялая, скучная, в общем погрустнела. И в этом видео будет акцент сделать на том, как поднять иммунитет, как сделать так, чтобы листики стали более зелеными, вырастали более яркими, сочными и герань не болела. Вот посмотрите, сейчас такое время года, зима, когда у многих из нас в квартире очень жарко и герань у нас стрессует. Из-за жары, из-за отопительного сезона она начинает желтеть листья. Вот видите, это занартик. Мне пришлось его перевести на фитильный полив, для того, чтобы он вообще у меня занартики дома из-за жары, там на полках 30 градусов, вообще очень ужасно выглядит, и поэтому приходится как-то подстраиваться к разным сортам пеларгонии, для того, чтобы они выглядели намного лучше. Также я вношу удобрения, меняю какой-то климат, и давайте с вами в этом видео я покажу, чем можно помочь для того, чтобы герань была зеленая, яркая, красивая и ничем не болела. Итак, первое средство натуральное, дешевое, бюджетное — это зола. Нам понадобится всего 1 чайная ложечка золы на 1 литр воды. Но прежде чем вносить в 1 литр воды, мы ее разведем, точнее мы ее активируем. То есть, чтобы зола у нас стала активной формы. Дело в том, что зола, она не растворяется в воде. То есть, ее питательные вещества, которые содержатся в ней, они не растворяются в воде. И для того, чтобы их активировать, то, чтобы, например, в золе имеется очень много фосфора, калия, кальция, и чтобы они стали растворимой формы, именно растворились в воде, их надо погасить каким-нибудь кислым веществом. Лучше всего для этого подходит уксус. Берем уксус столовый 9%, делаем все 1 к 1. То есть, если 1 чайная ложечка у нас золы, то берем 1 чайную ложечку уксуса. Это правило, стандарт для погашения золы или древесного угля. Например, древесный уголь тоже разводится в таком виде. Или поливается потом грунт более кислым раствором. Но в данном случае мы будем делать именно такую связку. То есть зола и уксусная кислота 1 к 1. Немного подождите, минут 5, чтобы у нас высвободились питательные вещества из золы. Еще раз напомню, там содержится достаточно много фосфора, калия и кальция. Особенно много в золе кальция. То есть на первом месте по составу всегда в золе кальций. Именно эти 3 вещества помогают растению повысить иммунитет. Листики становятся более яркими, зелеными, и они меньше желтят. Разбавляем все в 1 литре воды. Убедитесь в том, что раствор не обжигает кожу. Можете добавить пальчик в воду, что не горит, понюхать, что нету какого-то резкого запаха. Вот видите, все нормально. Тут котик мне помогает, он оценивает, что все приготовлено по ГОСТу. В общем, этот самый такой натуральный, очень популярный раствор. Данный раствор очень любили наши бабушки. То есть данный раствор проверен временем, он рабочий. Вы можете его использовать 1 раз в месяц или 2 раза в месяц. Все зависит от того, насколько печально выглядит ваше растение. Но не увлекайтесь, я бы часто такие подкормки не рекомендовала делать. Многие мне говорят, что герань зимой вообще нельзя подкармливать. Герань зимой можно подкармливать, но это делать надо с учетом того, для чего вы вообще ее кормите. То есть зимой ее не кормят для того, чтобы она росла. Поэтому мы убираем любой азот. Но зимой мы кормим для того, чтобы она лучше выглядела. Чтобы она оставалась зеленая и за зиму она у вас не зачахла. В общем, имела презентабельный вид к весне. Поэтому мы подкармливаем ее калием, фосфором, кальцием. И вторая подкормкочка — это аспаркам. Все вы, наверное, знаете этот
Это средство, думаю, в каждой аптечке есть такое средство. Его часто всего выписывают, особенно для того, чтобы, если какие-то проблемы с сердцем есть. Он содержит калий и магний. Нам надо 5 таблеток на 1 литр воды. Почему именно 5, вы скажете? Потому что нам надо довести кальций и магний до 1 грамма на 1 литр воды. Поэтому 5 таблеток. Тут у меня опять помощник. Он следит за процедурой, чтобы было все по ГОСТу. Если у вас нету таблеток, то можно использовать удобрение, которое можно купить в любом садовом магазине. Называется Калимаг. Он содержит как раз этот кальций и магний, и в нем больше нет никаких других веществ. То есть нам не нужен азот сейчас зимой, а нужен калий и магний. Давайте с вами пройдемся, для чего вообще нужен калий, для чего нужен магний. Все вы, наверное, знаете, что калий влияет на то, как растение повышает свои жизненные силы, жизненный тонус, повышается иммунитет, и растения больше адаптируются к любым погодным условиям. Ну и магний помогает листикам становиться более зеленее, более ярче, более сочнее. И тоже растет достаточно хорошо. Также калий и магний влияет на цветение. Но я думаю, не буду на этом делать акцент, потому что речь все-таки не о цветении, а именно для того, чтобы поднять иммунитет растениям, чтобы наши растения стали зелеными, яркими и вообще ничем не болели. Если у вас растения выглядят вяло, грустно, то такие подкормки вам очень сильно помогут. Итак, когда вносить, когда и что? То есть вы выбираете либо аспаргам, либо калимаг. Что-то одно из двух. То есть если у вас в садовом магазине есть калимаг, то можно его приобрести. Он стоит недорого, раньше был около 100 рублей за килограмм. Или таблетки аспаргама. Тоже цена их 50 штук, по-моему, около 100 рублей в аптеке. Ну, выбирайте сами, как вам удобно. То есть можно то или то. Результат будет одинаковый. То есть вы можете использовать таблетки или удобрение комплексное. Я поливаю всегда по сухой земле, потому что я растворы делаю не сильно концентрированные, то есть они не ядреные и корни не обжигают. Поэтому вы можете тоже лить по сухой, ничего не будет. И растение у вас будет красивое, живое и отлично расти. Вот видите, цветет. Плохо цветет, потому что дома очень жарко. Вообще это проблема зимой всегда. Также вы можете полить черенки, если они выглядят как-то слабо, грустно или, ну вот, в общем, как-то не очень. Или желтеют листики. Таким раствором также можно и полить черенки. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.